Всем привет! В этом видео будет два влога в одном. Первая часть будет о весне, о марте в Кремниевой долине. Вторая часть будет о моем дне рождения и распаковка подарков. Сейчас у нас середина марта. Можно сказать, что у нас даже наступила не весна, а лето, потому что весна здесь наступает где-то с середины февраля. Все зацветает, перестают лить дожди. И сейчас у нас, например, 33 градуса тепла, что достаточно по-летнему. Начну я со своего дня рождения. У меня день рождения был 14 марта, и хотела я его провести в парке. И сначала я хотела собрать своих друзей, близких и организовать все сама. То есть принести туда стол, принести какие-то пледы, принести подушки, чтобы это выглядело примерно вот так. Но когда я начала это все организовывать, это получилось достаточно сложно. То есть все это нужно было закупить, либо арендовать, либо нанять того, кто это все сделает. И это выходило достаточно дорого, сложно, и я не хотела так сильно заморачиваться. Поэтому я пошла по более простому пути. Я зарезервировала столик в парке, в одном из самых красивых парков Сан-Франциско. И один из самых главных моментов, которые я хотела в парке, это чтобы был очень красивый вид на город. Я думала сделать день рождения либо с видом на Golden Gate Bridge, либо с видом на даунтаун. И в итоге так и получилось. Mission Dolores Park находится в центре Сан-Франциско и с красивым видом на даунтаун. Мне повезло. Столик был свободен на мою дату, и поэтому я зарезервировала. Это стоит не так дорого, это стоит $50 на день с 10 до 5. Но там также взимается плата как рефанд, то есть удержка $200 на случай, если вы что-то сломаете. И эти деньги тогда не вернутся. Но если в целом все пройдет хорошо, то вы эти деньги получите обратно. И дальше пошли приготовления, как украсить, что делать, какие декорации купить, какие блюда приготовить. В итоге я тоже упростила себе жизнь. Я создала доску на Пинтересте, выбрала цвета, которые мне понравились. Мне понравились более зеленые, свежие, белые оттенки. И в итоге я заказала себе и скатерть, и декорации, и цветы в конкретных оттенках. Примерно так выглядит подготовка к дню рождения. Я сама купила себе большое количество цветов, чтобы украсить стол. Здесь разные закуски, фрукты и так далее. Как это будет в итоге, увидите на столе. Я хотела, чтобы это все было очень красиво и очень аккуратно. В итоге я все это подготовила, все купила, заказала себе кейтеринг из Whole Foods, что тоже значительно упростило мне работу, что мне не нужно было готовить. Взяла, закупила безалкогольные напитки. Я не хотела никакого алкоголя в этот день, тем более это парк, там было большое количество детей. В общем, это была такая безалкогольная вечеринка в парке. Добрый вечер. Пахнет праздником. Пахнет хлебом. А у кого-то сегодня день рождения? А вот правильно считать по той таймзоне, где родился, или нет? Это уже нюанс. Ну, типа, номинально получается, ты на день младше здесь или на день старше? Младше. Получается, на день младше. Как будто наоборот. Почему? Мы живем в прошлом, а они живут в будущем. Да, родилась ты в будущем. Ну, получается, на 8 или на 10 часов ты старше, чем тебе кажется.
я хотела бы добавить еще? На самом деле день рождения меня достаточно сильно вымотал. Во-первых, подготовка к нему. Все это продумать, закупить, организовать. Кажется, что это не так сложно, но на самом деле сил и времени я потратила не так мало. Но в целом формат мне очень сильно понравился. И я очень рада, что я наконец-то отметила свой день рождения, потому что я его очень люблю. Но последние несколько лет мне постоянно что-то мешало это делать. То ковид, то болезни, то эмиграция, то вообще у меня нет друзей и не с кем праздновать. То есть последние, наверное, 5 лет я тупо почти не праздновала свой день рождения. И главный плюс дня рождения — это же, конечно, подарки. И мне подарили столько подарков, сколько я не получала, наверное, уже много-много лет. И все подарки из моего виш-листа. То есть это все то, что я хотела. Сейчас я вам покажу. Я не буду делать вид, что они в коробках, и я их не распечатывала, потому что уже прошло пару дней. Я все распечатала, посмотрела, но сейчас покажу вам каждый подарок в отдельности. Начну с того, что в моем виш-листе было очень много сумок, потому что с сумками, если честно, у меня прям большая беда и проблема. У меня в виш-листе было 3 сумки. Одна такая повседневная, вторая нарядная, и третья тоже повседневная, только маленькая. И вот первый лот — это сумка Coach. Это потрясающая модель в черном цвете. Ее можно носить практически совсем, она отлично подходит к моему гардеробу. Раньше мне очень не нравилась эта марка, и мне казалось, что Coach — это достаточно колхозно. Но в последние годы они поменяли маркетинг, поменяли, возможно, дизайнера. Вот эта модель, цена, качество, материал, модель, все сошлось. Второй лот — это сумка поменьше. Сумка поменьше, которую я хотела в косе на вот такого плана. Это сумка через плечо. Она достаточно маленькая, компактная, но мне такой сумки не хватало. Ну и праздничная сумка, которую я очень хотела. И я случайно ее увидела в магазине Longchamp, когда заходила за подарком подруге. И я увидела ее вживую, и я прям влюбилась, если честно. И в этот цвет, и в эту сумку. Вот такая сумочка. Мне ее подарил Кирилл, поэтому она для меня еще, наверное, в 3 раза стала дороже. Потому что это сумка, во-первых, которую я хотела, во-вторых, мне супер нравится цвет, он подходит к большинству оттенков моего гардероба, он подходил к настроению, которое я создавала в парке, поэтому вот она еще складывается как пельмешек, вот так ее можно еще носить. Следующие подарки, которые мне подарили, это пластинки, которые я заказывала, и это тоже моя большая любовь, конечно же, мой любимый Hozier. Я постоянно не знаю, как правильно его произносить, пора уже выучить как фанату. А вторая пластинка — это пластинка Оливье Дин. Я узнала об этой малышке совсем недавно и влюбилась в нее. Следующий лот. Я уже его распаковала и выбросила коробочку. Но вот это такой стайлер для того, чтобы делать волны на волосах. Я тоже давно его хотела, еще когда у меня были длинные волосы, пока я их не обрезала. Но даже на моих волосах сейчас средней длины это что-то космическое. Оно делает укладку, которая держится 2 дня, вообще не падая, и ничего с ней не происходит. Я прям в восторге. Просто потрясающий подарок, если честно. Это то, что я давно хотела и все время откладывала себе на потом. Следующий лот — это лампа из Икеи, лампа Бублик, я ее так называю. Вы, возможно, видели ее в каких-нибудь стильных домах. Вот я сейчас покажу здесь фотографии. Я тоже в нее была влюблена, но постоянно она мне особо не нужна. Мне ее подарили. И теперь у меня есть большое желание повесить ее вот здесь. И теперь комната будет полностью закончена со светом, потому что у меня здесь есть одна лампа, есть 2, 3, 4 лампа, потому что здесь нет верхнего света и достаточно темно ночью. Вот. Но вот эта лампа, конечно, просто красота. Также мне подарили 2 подарочных сертификата. Один в Lululemon, второй в Marimekko. Lululemon я уже обналичила. Я купила себе 2 спортивных топа и бутылочку для воды. Вот такую бутылочку для воды я купила себе. И топ черный и розовый. И второй сертификат я еще пока не выбрала себе, потому что там
я хочу все в этом магазине, поэтому я пока определяюсь, что же я все-таки хочу купить. И один подарок мне пришел буквально сегодня, который я еще не успела распечатать. Распаковка. Еще один подарок, который я хотела, это карт-холдер. Он тоже от Coach. Я уже сюда сложила все свои карточки, которые мне жизненно необходимы. Вот он выглядит с карточками так. Еще один лот, который мне очень нравится. Он уже стоит у меня. Сейчас я его соединю. Вот такая зарядка. Опять же, у меня была зарядка, которая заряжает просто телефон вот так перед кроватью. Мне это очень сильно нравится. Мне нравится дизайн Apple, который сделали, что можно телефон так положить, и они как часы стоят. Туда можно разные фотографии также ставить. Но я хотела себе мультизарядку, которая бы заряжала и телефон, и часы, и наушники. И хорошие зарядки, они достаточно дорогие. Этот подарок у меня тоже был в виш-листе, и, если честно, я от него в восторге. Это одно из лучших вообще приобретений, так сказать, потому что это очень удобно, потому что раньше у меня здесь были большое количество проводов. Мне нужно было менять провода с телефона на часы, и это все, меня это все выматывало. Теперь этого делать не нужно, просто ставишь, заряжаешь, и это выглядит прекрасно. Ну что, мы приехали на Сантана-Роу. Сейчас я буду вам ее показывать и заодно пить вкусный кофе. Вообще Сантана-Роу — это здесь место притяжения симпатичных людей, можно так сказать, в долине. Здесь достаточно так пытались сделать по европейским стандартам. Вот, что у них получилось. Вот этот отель, здесь чаще всего останавливаются знаменитости. Мы подходим к нашей кофейне. Она находится прямо посередине улицы, и чаще всего там огромная очередь. Но сегодня будний день, и вот сейчас я смотрю на часах, без 20 час. Там есть очередь, но не такая большая. И здорово, что у них есть приложение, в котором тоже можно заказать, и не нужно стоять в очереди. Что я сейчас собираюсь сделать? Мой сметанник. Если честно, такое ощущение, что в своих видео я только ем булки и пью кофе. И больше ничем другим не занимаюсь. Но, если честно, занимаюсь. Просто я люблю показывать лайфстайл, не люблю умничать, и поэтому мои видео могут быть немножко поверхностными. Я подумаю, как с этим бороться. Хотела заснять свой район из машины. Очень его люблю в дневном свете. Сейчас мы находимся недалеко от офиса Adobe, и он такой достаточно цветной, красивый.
Что у вас тут происходит? Винтажный маркет. Здесь все дороже, чем новое. Я хочу ее. Покажись нам, покажись. Вау! Надо брать. Смотри, какой. Очень классно. Господи, это же просто. Но это стиль. Это сумасшедший. Раздала стиля даже. Я возьму. Так что делать? Что делать? Брать и бежать. Почему нельзя ходить на шопинг с подругами? Потому что они все-таки надо брать. Надо брать. Никто не скажет, не бери там. Ну, Потому что мы не предатели. надо брать. Фу, я сейчас закончила свою первую после большого перерыва тренировку. Если честно, было очень сложно. Я люблю после тренажерного зала выходить на улицу и смотреть, какая погода, что вообще происходит. И сейчас у нас в долине очень жарко, прям очень жарко. Вчера было 32 градуса, и сегодня и всю неделю тоже планируется 32 градуса. Будем пытаться выживать. Сейчас 20, но уже очень жарко, если честно. А еще вот деревце расцвело у нас на 5-м этаже. Это чем-то похоже на сирень. Я вчера наконец-то разобрала свой гардероб, и сегодня сдала большой мешок вещей, которые я не ношу и которые мне не нужны. Я сдавала в Goodwill. Это сеть в Америке, которая принимает не только одежду, но и разные вещи, которые вам больше не нужны. Они их перепродают, если они в хорошем состоянии. В целом, это отличная возможность избавиться от того, что вы больше не носите и вам больше не нужно. Конечно, они не дают никаких денег тебе, ты просто приносишь и уходишь. Так что я собой довольна и чувствую, если честно, очень большое облегчение. Я ехала по пути домой и остановилась около Роуз Гарден. Это наш местный парк, прям недалеко от даунтауна, недалеко от моего дома. Я часто его проезжаю, и здесь, видно, зацветают уже розы, и вообще очень так по-весеннему, поэтому я решила остановиться и показать вам, как выглядит субурбия в Сан-Хосе. Очень жарко и очень хорошо. Прям я давно не испытывала такого солнца на себе. Сейчас 33 градуса. 5:30, 17 марта. У нас просто жаришка. И все очень красиво вокруг. Спасибо, что посмотрели это видео и разделили мой праздник вместе со мной. Делитесь своими впечатлениями, расскажите о том, как вы празднуете свой день рождения. Может быть, у вас есть опыт празднования где-то в других местах на природе с положительным опытом. Я буду рада получить обратную связь. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что лайкаете, комментируете. Мне это очень приятно. До новых встреч. Пока-пока.